Всем добрый день, вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. У меня сегодня такая вот интересная работа. Шестиугольник. Вот наш красивый цветочек. Шестиугольник по схеме. Схема бывает редко, а тут она есть. Это здорово. Предлагаю посмотреть, связать, а потом уже будет продолжение. Нам нужно связать основу. Основа у нас вот такого плана, смотрите. Очень красивые нежные ниточки. Это слонимская пряжа, 400 метров 100 грамм. Я беру одну ниточку сбоку, двойную, и с центра. И у меня получается вязание в 4 нити. Вот, 4 нити. Наша задача набрать кольцо и в кольцо связать 12 столбиков в кольцо, 12 столбиков с одним накидом, и между ними 2 воздушные петельки. Это самое-самое наше начало. Крючок у меня 2,75. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Замыкаем в кольцо. И провязываем нашу основу. 1, 2, 3. Это столбик с одним накидом и 2 воздушные петельки. В кольцо наша задача провязать 12 столбиков с одним накидом и 2 воздушные петельки между ними. 12 столбиков провязали, 2 воздушные петельки довязываем. В третью воздушную петлю присоединяемся и получаем вот такой круг. Теперь 1, 2, 3, опять 3 воздушные петли, это столбик, и 2 воздушные петли, это узор. В следующем столбике мы провязываем уже узор. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки и столбик с накидом. Столбик с накидом. 2 воздушные петли и 3 столбика. Весь ряд чередуем вот таким узором. Довязываем вот 3 столбика и наш столбик 1. 2 воздушные петли и 1, 2, 3 в третью воздушную петельку самого первого столбика мы присоединяем. Что за маркер у меня? Я присоединила маркеры там, где у нас были столбики. Это у нас будет линия, по которой мы будем делать увеличение. А там, где 3 столбика, это у нас будет узор. То есть у нас должен получиться шестиугольник, 6 маркеров, 6 углов. Вот это у нас будет уголочек. Опять продолжаем вязание. 1, 2, 3. Это у нас столбик. 2 воздушные петли. И мы продолжаем. Вот наш треугольничек. Мы делаем увеличение. Вяжем в первом столбике 2 столбика. В центральном просто столбик. И опять 2 столбика. Увеличиваем. 2 воздушные петли. Там, где маркер, мы вяжем просто 1 столбик. Пока 1 столбик. Как это выглядит на схеме? Мы с вами провязали круг. Провязали 12 столбиков с 2 воздушными петельками. Провязали 3 столбика, 2 воздушные петли. И вот эту линию мы продолжаем, да, вязать столбик. И сейчас мы с вами провязали 2 столбика в одно, столбик и опять 2. По схеме нарисовано 3 воздушные петли. Я предлагаю продолжить 2, чтобы не было слишком большого ажура. И у нас с вами должен сформироваться вот такой красивый мотив. 6 клиньев у нас будет и такие вот листочки. Вот. То есть задача этого ряда так провязать наш первый листочек. Вот мы с вами получаем, да, такое небольшое увеличение. 2 воздушные петли довязали. В третью воздушную петельку сделали соединительный столбик и вяжем дальше. Вот смотрите, 1, 2, у нас уже 3 рядочка, и теперь в четвертом мы делаем увеличение. 1, 2,
3 воздушные петли и 1. Это у нас столбик с одним накидом и воздушная петелька. В это же место мы провязываем еще столбик с накидом, воздушная петля и еще. Вот. То есть по линии, я бы сказала, линии реглана, по которым будем все время увеличивать, у нас будет вот такое вязание. 2 столбика увеличение, 2 столбика увеличение. Вот точно по схеме. Вот 2 столбика увеличение, 2 столбика увеличение. Это нужно просто запомнить. И там, где у нас стоят маркеры, мы все время будем вязать одинаково. Никаких изменений там не будет. Вот 2 столбика увеличения, 2 воздушные петельки продолжаем вязать. У нас с вами 5 столбиков в основном узоре. Мы опять делаем увеличение. В первом и последнем столбике провязываем 2. Вот, 2. По центру вяжем просто столбики, как у нас они есть, и получаем 7 столбиков в нашем первом листике. 1 и 2. 2 воздушные петли у нас остаются неизменными, а там, где маркер, мы делаем увеличение по всему шестиугольнику. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. 2 воздушные петельки и увеличиваем наш листочек. Вот как здесь. Мы получаем вот такой уже, да, узор. 2 воздушные петельки, соединяем. Идем дальше. Теперь нам нужно из вот этой линии реглана делать новые листочки, связать. Что мы делаем? 3 воздушные петли в первом столбике, столбик с одним накидом 1 и столбик с одним накидом 2. То есть мы начинаем новый листочек. 2 воздушные петли, а центр оставляем центром. Вот у нас будет столбик с одним накидом и 2 воздушные петельки. Вот. В третьем столбике вяжем опять 3 столбика. То есть мы через каждые 2 ряда будем делать увеличение и основу вяжем для нового листочка. 2 воздушные петельки. Как только мы это сделали, новое увеличение, мы начинаем уменьшать первый листочек. Первый столбик пропускаем, вяжем во второй. У нас было 7 столбиков, теперь будет 5. Вяжем, считаем 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петельки, 1, 2. В первый столбик вяжем 3 столбика, 1, то есть мы делаем повтор, 2, 3. Все 6 уголочков, а у нас шестиугольник, да, вяжется одинаково. Связали основу, уменьшили листочек и опять вяжем повтор. Вяжем по кругу, довязываем и идем дальше. 2 воздушные петельки, присоединяем. Теперь наша задача из нового листочка связать полноценный. Мы начинаем его увеличивать, а тот, который связанный, уменьшать. Увеличиваем точно так же, как и вязали первый. Все листочки вяжутся абсолютно одинаково. В первом столбике вяжем 2, в центральном вяжем 1 и в последнем вяжем 2. Из 3 получаем 5, потом 7 и так далее. Листочки вяжутся одинаково. Все, вот они у нас. Уже будет не 1, а уже будет 3. 2 воздушные петли, как обычно. Столбик по центру, как обычно, вяжется. 2 воздушные петельки,
и листочек. Листочек вяжем 1, 2, по центру 3, еще разочек. Такое тоже бывает. 3, 4, 5. Провязали 2 воздушные, провязали. Вот. А большой листик уменьшаем. Опять первый не довязываем, в центре вяжем 1, 2, 3. 2 воздушные и то, что я сейчас показала. Повтор. И у нас получается вот такой ряд. Листочек мы уменьшаем, первый. Те, которые мы начали вязать, увеличиваем. Увеличиваем точно так же, как мы это и делали раньше. То есть провязываем в первом столбике 2, в остальных по одному. И в этом ряду, смотрите, там, где у нас стоят маркеры, мы делаем опять увеличение. То есть это нужно просто запомнить и дальше уже вязать увеличение. Смотрите, сделали мы, вот у нас 3 столбика, 1, 2, только 1, 2 ряда мы провязали, значит нужно опять делать увеличение. Столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик. Вот. То есть в следующем ряду мы начинаем вязать опять новый листочек. Провязали основу для новых листочков. Продолжаем вязать те листочки, которые у нас есть. И уменьшаем тот, который у нас уже практически связаны. То есть у нас будут листочки в шахматном порядке. Постоянно расти от линии реглана. Почему линия реглана? То есть там идет увеличение. Вот. Каждые 2 ряда 3 столбика. А если 3 столбика, значит в следующем ряду идет увеличение. 3 столбика, центр, 3 столбика. 2 воздушные петельки между ними легко запомнить. И здесь у нас уже остается только 1 столбик. Вот он у нас. 1 столбик. Листочек наш закончился. В следующем ряду мы провязываем 3 столбика с этой стороны, 3 столбика с этой стороны. Начинаем уменьшать листочек. И там, где у нас 1 столбик, мы вяжем 3 столбика. Новый листочек. На схеме это выглядит вот таким образом. Вот наш 1 столбик. И опять начинается листочек. Те листочки, которые у нас идут от регланной линии, мы провязываем. Начинаем вязать. 1, 2, новый треугольничек. 1, 2, новый треугольничек. И с каждого треугольничка мы начинаем вязать новый листочек. Вот такая вот у нас жизнь самостоятельная. То есть каждый раз листочки начинают расти заново. Линия реглана у нас вот она. Можно ставить маркер все время по мере роста листочков, и вы уже будете точно знать. 2 провязали, 3 столбика. 3 столбика провязаны, значит начинаем новый листочек с одной стороны и с другой. Листочки, которые у нас уже провязаны, если здесь считаем 7 столбиков, значит нужно уменьшать. У нас идет 3, 5, 7. 5, 3, 1. Все. Предлагаю попробовать связать. А на следующем видео мастер-классе из 2 шестиугольников я покажу, как сформировать кофточку с рукавами. Огромное спасибо, если у вас хватило терпения досмотреть ролик до конца. Схема прилагается, она четкая, хорошая, грамотно все составлено.
по схеме вязать одно удовольствие. Вот. И как начинаем вязать, как начинаем формировать, как начинаем увеличивать наши углы в шестиугольнике, я показала. Все остальное идет только повтор. Повтор того, что мы сейчас с вами разобрали. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram и смотрим видео мастер-классы вместе со мной. До новых встреч!